Друзья, всем привет! С вами Айман Искараева, юрист в Дубае. В данном видео расскажу о тех, кто просрочил свои визы, будь то виза резидента, будь то виза туриста. Очень важно понимать, что вы нарушаете миграционное законодательство. Итак, друзья, у вас есть, как у любого, в принципе, вы знаете, когда вы заезжаете на территорию Эмирата, у вас есть либо 1 месяц, либо у граждан некоторых стран есть 3 месяца на то, чтобы вы пребывали в качестве туриста. У вас статус является туристом, вас фиксируют, когда вы заезжаете. У туриста есть 10 дней, grace period называется. Grace period — это такой тревожный уже период 10-дневный, когда вам нужно решить со своим статусом либо продлить, либо поменять. Если турист в течение определенного срока, данного ему для того, чтобы он изменил свой статус, пробыл на территории, допустим, 30 дней условно, и далее 10 дней также продолжает, и у него прошла просрочка по нахождению на территории Эмирата, дальше он считается, что он нарушает миграционное законодательство. Применяется штраф. Очень важно помнить, что это не депортация, это не какое-либо там серьезное наказание, там ни в коем случае бывает люди заблуждаются, что какие-то там тюрьмы, депортация, нет, это обычный штраф за нарушение миграционного законодательства. Сумма штрафа за первый день 200 дирхам, за последующие дни 100 дирхам, и сервис-физ 100 дирхам также применяется, то есть за каждый последующий день 100 дирхам, это исчисляется на протяжении до тех пор, скажем так, тикают ваши часы, то есть каждый день начисляются штрафы до тех пор, пока вы не оплатите. В отношении резидентов также существует grace period. Если, например, человек был резидентом, далее, скажем, условно, у него была рабочая виза, он уволился с одной работы, у него есть 30 дней на то, чтобы находиться на территории Объединенных Арабских Эмиратов абсолютно законно, на основании того, что у него, в принципе, резидент-виза была. Соответственно, далее, после этих 30 дней, либо ему надо покинуть страну, либо каким-то образом изменить свой статус. Вот можно, находясь на территории Эмиратов, изменить свой статус, можно действительно получить, продлить, либо каким-то образом тоже рабочую визу, визу инвестора, может быть, открыть компанию, недвижимость, там уже есть свои нюансы. Можете в других видео об этом посмотреть, но факт того, что резидент также имеет grace period, после того, как его виза резидента отменяется, но штрафы чуть меньше, друзья, в этом случае. Штраф для резидентов, которые просрочили свою визу резидента и пребывание на территории Объединенных Арабских Эмиратов, исчисляется за первый день 125 дирхам, 25 дирхам за каждый последующий день, и 50 дирхам после того, как прошли 6 месяцев нахождения на территории Объединенных Арабских Эмиратов. То есть, если человек далее не решил свой вопрос, то штраф увеличивается. Сумма в размере 100 дирхам применяется к тем, кто уже не изменил свой статус после 1 года пребывания на территории. Согласно резолюции Министерства 377 от 2014 года, друзья, любые резиденты, либо туристы, находясь на территории Объединенных Арабских Эмиратов, имеют право, имеют возможность изменить свой статус. Что бывает с теми, кто не оплатил штрафы, друзья, либо кто не может себе позволить оплатить штраф? Вам необходимо обратиться в головное подразделение в Дубае Аль-Джафлия, это Immigration, в иммиграционную службу обратиться и посмотреть, сколько, во-первых, у вас сумма штрафа. Вы можете это сделать онлайн, но, возможно, кому-то будет удобно непосредственно явиться для того, чтобы переговорить о возможности выплаты штрафа, о возможности, каким образом покинуть территорию Эмират. В целом, есть случаи, когда человек не может платить свои штрафы, которые набежали уже за период, пока он был незаконно на территории Эмират. Соответственно, получить бан, своего рода запрет на въезд, и покинуть территорию Эмиратов с последующим невозвратом на территорию. Друзья, спасибо за внимание. Надеюсь, вам было полезно это видео. Не нарушайте, пожалуйста, миграционное законодательство, будьте в курсе. Все законы меняются часто. Это видео действительно на момент, пока я записываю его, в последующем, возможно, это будет меняться. На актуальность, конечно, проверяйте в момент, когда вам это будет необходимо. С вами была Айман Искараева, друзья. Подписывайтесь на меня в Инстаграме, подписывайтесь на меня на YouTube канале, ставьте лайк этому видео. В комментариях можете писать свои вопросы, буду отвечать, буду помогать по мере возможности. Спасибо большое за внимание.